Для меня весна – самая любимая пора года. Все распускается, зелень такая свежая, солнце такое ласковое. За Бульбашика не волнуйтесь, в этих гонках он всегда победитель. Эта весна для нас была особенной. Для Миланы прозвенел самый последний школьный звонок. В жизни еще будет немало значимых событий, но у каждого из нас есть те самые добрые школьные воспоминания, которые навсегда останутся в нашей памяти. Но весна не только самая волшебная пора года, она и самая горячая. Нужно не только посеять, но и позаботиться о здоровье растений, проведя нужные обработки и внеся удобрения. Я вряд ли могу служить примером в исполнении этого пункта. Обработку фитонцидами обычно я провожу уже, когда видны признаки заболевания, до последнего затягивая с этой процедурой. Моя цель – получить по возможности максимально полезные ягоды и плоды, хоть это и сказывается на их количестве и размере. Но если ваша цель – получить максимально большой урожай, то без соответствующих обработок вам будет сложно обойтись. А вот цветы можно обрабатывать без всякого страха. Разумеется, если вы не собираетесь их употреблять в пищу. Но нужно подумать о соблюдении мер безопасности во время работы и о пчелах, которые, возможно, будут заняты сбором меда для вас и ваших близких. Учитывая эти моменты, я стараюсь применять средства, созданные на основе природных компонентов. А это сушатся цветки сирени. Я узнала, что сирень, как и лаванду, можно добавлять в травяные чаи. Когда кустик отцветет, я смогу тоже позаботиться о его здоровье. В этом году в теплице по соседству с огурцами будут расти перцы. Рассаду я, как обычно, покупала на рынке, так как перцы, посеянные мной, меня, скажем так, немного подвели. В прошлом году здесь росла картошка, и она выросла очень ранее и очень большого размера, но половину урожая съела медведка, которая завелась в теплице. И я решила ее больше не кормить, а провести опыт по выращиванию ранней картошки в ведре.
Но главным моим приобретением этого месяца стал маленький кустик подуба, посадку которого я запланировала еще перед Новым годом. Это вечно зеленое растение с ярко-зеленой листвой и ярко-красными ягодами, ветками которого так красиво украшают рождественские венки. Этот сорт называется «Голубой ангел». Уже после покупки из интернета я узнала, что у этого сорта только женские цветки, и плодоносит он только если по соседству растет подуб с мужскими. Например, сорт под названием «Голубой принц». Такого подвоха я никак не ожидала. Но, тем не менее, пункт из новогоднего плана выполнен. А так как уже и весна ушла в прошлое, то самое время продумать план на лето. Но сперва проверим, как мы справились с весенним. Была приобретена красивая посуда. Кое-что из моих апрельских находок вы могли увидеть в моем прошлом видео. Эта миска на вид очень простая, но ее очень приятно держать в руках. Также была куплена эта милая тарелочка с вишнями. У меня появились эти две милые кружечки с такими необычными ручками. А это болгарская керамика. Так мне сказал продавец этих кружек. А вот на каком заводе был сделан этот кувшин, мы с ним так и не смогли разгадать. Буду очень рада, если кто-то из вас расскажет мне, что обозначает это клеймо. Несколько небольших скатертей и салфеток, украшенных ручной вышивкой, прибыли ко мне из города Коплин. А также была куплена эта старинная лампа, и я очень рада этой покупке. Сейчас она будет стоять в библиотеке, но чуть позже я перенесу ее на кухню, чтобы любоваться ею как можно чаще. Были куплены милые платья из ткани очень нежных оттенков с весенними принтами. Я обязательно примерю их для вас в своих летних видео. Мой сад наполнился ранними весенними цветами. Это нежные крокусы, желтые нарциссы, похожие на королевские короны, и маленькие голубые мускарики, и волшебной красоты примулы. Я дождалась цветения тюльпанов, посаженных осенью. Розовые цвета с оттенком перламутра – это оказалось даже лучше, чем я себе представляла. У меня появились высокие грядки. Они оказались и правда удобными в уходе и внесли нотку элегантности в образ моего сада. Из всего весеннего плана я только не приготовила новый десерт с клубники, так как она еще не успела созреть. Поэтому это задание плавно переходит в лето. А вместе с ним немного кружева. Я давно мечтаю о красивом фартухе, украшенном кружевными лентами. Наверное, пришло время сделать мечту реальностью. Нужно будет заготовить много ароматных трав, чтобы запах лета в заварном чайнике согревал нас зимними вечерами.
Я давно не пополняла свою библиотеку. Думаю, пришла пора заглянуть в книжный магазин и порадовать себя приятными покупками. Наверное, этим летом мы сходим с вами в какой-нибудь музей, съездим на рыбалку и даже на футбольный матч. Летний план для меня будет сложнее в выполнении, чем весенний. Мне гораздо проще сделать пару высоких грядок, чем отправиться в маленькую поездку. Но думаю, вместе с вами мне сделать это будет гораздо проще и интереснее. Ну а готовить мы сегодня будем блины. Не такое уж секретное блюдо, но все же у каждого есть свой особенный рецепт со своими маленькими дополнениями. В кефир добавляем разрыхлитель теста. У меня это сода, гашеная лимонным соком. Сахар, соль. При желании вы можете добавить яйцо, но я так не делаю. В теплое молоко добавляем дрожжи. Лучше немного подождать, когда они начнут работать. Кефир смешиваем с молоком и добавляем просеянную муку. Когда я увидела этот рецепт, мне показалось, что здесь что-то лишнее. Но блины на фото были такие аппетитные, что я решила попробовать. Они получились пышными, румяными и с нежным молочным вкусом. Теперь я готовлю блины только по этому рецепту. В рецепте я укажу среднее количество муки. Если ее добавить меньше, то тесто будет более жидким и блинчики тоненькими. Если больше, то пухлыми, похожими на оладьи. Тесто лучше замешивать с помощью миксера, чтобы никаких комочков. Обжариваем с двух сторон и радуем себя и близких похожими на маленькое солнце и нежными на вкус блинами. Спасибо за то, что провели это время со мной, и до новых встреч!